вы не представляете. Сидим такие, сидим. Мария, моя ассистентка, говорит: а давай, говорит, Николай, плова заебеним. А я такой, да какие вы, мадемуазель, фрау, простите, выражение на французском используйте, этих слов не знаю. А она такая говорит мне: фраерок, ты чё, ёп? И, короче, вот мы сейчас будем делать плов. Поехали. Это было не совсем так, но... Ну, не так, да, конечно, суть не так. в этом. It's my life. Итак, а если по-серьезному, то хотел бы вам представить хорошее, интересное блюдо. Конечно, оно не русское, однозначно. Плов – это не исконно русское блюдо. В России оно очень широко распространено, потому что с юга у нас много южных стран, где его делают. И мы, жители бывшего Советского Союза, мы все вместе одна семья, так или иначе. Поэтому я хочу именно рассказать как о русском блюде, но подразумеваю, что это не русское блюдо. Что это блюдо от, ну, можно сказать, это СССР. Или от стран, которые рядом с нами, которые были нам когда-то одной страной. Когда-то были одной семьей мы с ними. И вот в таком разрезе давайте посмотрим, попробуем, сделаем. А мы начинаем. И вот у нас основа нашего плова. Это добротный такой казан. Вот с него все начинается. Также у нас, конечно же, будет оливковое масло. Рис мы взяли очень хороший. Националь. Самый дорогой, который есть. Также, конечно же, плов без зиры – это не плов. Ну, универсальная приправа к плову. Тут, вы знаете, все есть со всеми делами, без всяких дел. Вот, список тут, в принципе, виден. Соль, чеснок, паприка сладкая, кориандр, сахар, куркума, лук, тмин. Ну, все, в общем, как надо. Конечно же, это мясо, основа плова. Маленькая головка лучка и морковка. Вот. Как мы будем готовить? Давайте сначала приготовим мясо. Затем овощи туда добавим. Потом рис. И все это будем тушить. Итак, у нас пока сковородка, чан, этот казан нагревается. Уже лучок и морковка порезаны предварительно, очищены. И сейчас ведутся работы с мясом. Это лучше сделать заранее, все приготовить. И чтобы потом уже в готовую сковородку чисто накидывать по очереди ингредиенты. Мы это все расскажем, покажем, конечно же. Но вот сейчас идет подготовка. Соответственно, рис, приправа, масло, все здесь уже стоит готово. И вот сейчас мы делаем такие, как бы сказать, уже, соответственно, готовки плова. И вот мы наливаем масло в горячий казан. Приличненько так наливаем. По-моему, вообще овер дохуя. Нормально. Вот уже морковка. Тут смотрите, как расположилась, красиво порезана. Красавица, смотрите, какая. Мясо промыто, обязательно промыто. И нарезано такими, знаете, средними кусочками. Для того, чтобы хорошо прожарилось. И лучок. Тут, смотрите, надо сказать. Лучок, у него, короче, история. Я лук не очень люблю, но для рецепта надо и для аромата, для вкуса. Поэтому... Ты его вообще не любишь, начнем с этого. Да, поэтому он... Я тебе уговорила с трудом на маленькую луковицу. Да, поэтому он тут маленькая луковица. И смотрите, как мелко-мелко порезан. И поэтому, ну, не обращайте внимания на это. Вообще, в целом, вы для себя лук можете как хотите нарезать. Пропорции там должны быть примерно одинаковые, как, ну, морковь и лук. И можно просто его полукольцами нарезать. И да, у нас масло подогрелось. Видите, мы его попробовали. Ну, как он шкварчит. И мы добавляем мясо. Мы сейчас его легонечко помешаем. Хочу обратить внимание, мы на оливковом готовим, но вы можете и на растительном, и на жире, и на чем хотите. Кому что нравится. Кому что нравится. Вот, дадим ему немножко обжариться, этому мясу. Ну, минут 10-15 точно. Даже меньше. Даже меньше. До какого состояния? Ну, желательно, чтобы появилась какая-то там корочка такая. Ну, золотистая, конечно, это если вы будете в другой посуде готовить какой-то. И мясо, например, у вас будет там курица.
А мы готовим что, говядину? Свинина. Это свинина. Но вообще для плова, конечно, лучше взять баранину. Это классический вариант. Но мы готовим для себя, поэтому мы взяли, вот у нас свинина была. Это, кстати, шейка. Итак, пока оно здесь шкварчит, мы Нам его сейчас приготовить не нужно. То есть нам нужно, чтобы мясо приняло такую красивую какую-то, я не знаю, какой-то цвет симпатичный такой. Либо, ну, просто оно как-то чуть поджаривалось в этом масле. до полуготовности, чтобы оно было. Настало время добавлять овощи. Как мы это поняли? Поняли по золотистым местам на кусочках мяса. Вот видите, вот такие вот. Такие легкие зажарки, короче. А, вот легкий зажарчик. Сейчас добавляем лук. Так как у нас его немного, сразу добавляем морковь. Морковку мы нарезали. Ну, кому как нравится, мне нравится ее нарезать. Ну, Тем, кому вариант, казалось, что будет много масла, пожалуйста, много его не будет. то есть вариант можно не нарезать морковку, просто бросить, да? Две. Нет, можно натереть на терке. Ага. Морковку мы будем сейчас с мясом, ну, можно сказать, тушить чуть-чуть, пока она не станет мягенькой. Мы ее сейчас опять так же не готовим, мы просто ее как бы поджариваем, поэтому можно увеличить огонь и оставить на какое-то время, чтобы все это подружилось, а потом уже добавить приправы. На все это мы вам покажем. Ой, так миленько, подружилась. Так, у нас прошло примерно минут 7 с того момента, как мы все соединили. Так, ну мне кажется, что у нас тут все подружилось, но как бы еще не готово для того момента, чтобы добавлять сюда рис. И воду. Ну и воду. Но именно в этот момент пришла пора добавить приправы, кому какие нравятся или кто какие считает нужным. И оставить на какое-то время, чтобы все приготовилось. Так, у меня приправа камис для плова. Добавляю ее на глаз. Ну, опять же, тут уже все на любителя, кому как нравится. Ну, пока вот так вот. Так, далее у нас идет зира. Ну, если честно, я особо не знаю, что это такое. Я никогда не добавляю. Ну вот. Мой ассистент ее очень любит. Он считает, что плов без нее ну просто никуда. И обязательно надо помешать. И пусть теперь вся наша заготовка, вот это вот, дружит между собой и с приправами. Мы же соль и перец не добавляли. Я сейчас добавляю. Я вот добавляю соль именно в этот момент обычно. Ну, делаю немного. Так, сейчас добавляем душистый перец. Черный душистый перец. Для аромату и вкусу. То есть, ну, здесь можно добавлять побольше всего, потому что, знаете, да, дальше там еще будет рис. То есть, ну, соответственно. Ну да, если вот эта заготовка будет чуть-чуть соленее, чуть-чуть острее, чуть-чуть перченее, ничего страшного, рис еще все впитает, и она в среднем нормализуется. Поэтому давайте пока вот так оставим ее, пусть чуть соленее будет. Ну, если честно, пахнет опять божественно. же, хочу заметить, наша задача сейчас не довести до готовности все вот это вот, а просто, чтобы это приобрело очень красивый цвет, ароматно, чтобы все это было. Поэтому у нас плита, она включена на максимальном уровне. То есть все это делаем быстро. И это все должно между собой подружиться. То есть, как бы плов готовить на костре, но мы же не можем как бы в костре регулировать температуру, поэтому там все это делается быстро. Итак, взяли вот столько примерно риса, а количество риса зависит от количества мяса и морковки. От того, что у вас остается в посуде, где вы готовите рис. Ну вот из морковки, мяса, все вот эти ингредиенты, когда придет время уже добавлять туда рис, зависит от этого количества. Мы сейчас его промоем и добавим. И вот, значит, рис у нас промывается. Смотрите, водичка такая тепленькая. Вот так вот его протираем. Видите, вот эта мутная жидкость,
Вот ее надо сейчас будет, ну, раз, два, три, сколько-то раз. Мария, сколько раз мы будем ее промывать? Ну, зависит от риса, опять же, от его качества. Ну, сейчас посмотрим, 3 минимум. 3 минимум. Но мы не будем повторять, занимать эфир. Ну, суть вы поняли. Водичка тут. Это мы приготовили для того, чтобы потом добавить в плов. Надо будет... Но это все зависит от того, какое количество у нас будет риса. Это все важно. То есть риса 1 единица, а воды 2 единицы. Итак, у нас сейчас овощи и мясо приняло такую красивую консистенцию и цвет. Пришло самое время добавлять сюда рис. Вот так вот, чтобы все это было равномерно. Вот сейчас мы убавляемся на минимум, на минимальный огонь. Добавляем воду, то есть, как уже сказали, 1 к 1. Сколько мы риса добавляли, вы помните, то есть примерно делаем так, вот столько было риса. И еще 1 такой стакан. Плов, конечно, у нас жирненьким получится, но как бы я не вижу в этом ничего плохого, потому что я люблю, когда вкусно. И нажористо, самое главное. Вот, смотрите, какой у нас получился. Уже практически плов, кстати, практически. А теперь секретный ингредиент, который не был изначально. Итак, это у нас секретный ингредиент. Это чеснок. Мы его прям в таком виде добавим в плов. Добавляем чесночок. Кстати, мне вообще очень нравится, когда он в том состоянии. Короче, делаем закладки из чеснока. Да. Надеюсь, мусора не слышат и чесночная полиция нас не накроет. 3 зубчиков, думаю, будет достаточно. Ну, для такого объема, да. И закрываем крышкой, как я уже сказала, мы убавили все на минимальный огонь. Сейчас скоро все должно прекратиться и будет все спокойно там вариться. Вот так вот даже. Вы не представляете, какой аромат идет. Ну, примерно минимум 20 минут, чтобы это осталось. Для нас пройдет 20 минут, для вас пройдет секунда. И мы сейчас, давайте немножко сделаем магию. Мария, расскажите, каковы наши шансы на хороший плов сегодня? Ну, 50 на 50. Так, это значит, удача будет или не будет, да? Я надеюсь, что будет. Ну, как бы да, 50 на 50. Либо И да, либо нет. Ну да, а еще нам делать? Как нам сделать лучше, чтобы было точно лучше? Надеяться на чудо. Надеюсь на чудо. Помолимся тогда? Кому? Не знаю, богу плова. Блин, ну что, грустная история у нас тогда. Ну, тут надо просто, как бы, дружить с пловом по-серьезному и просто, как бы, ты тогда уже будешь уверен, что получается ты что-то или нет. Все хорошо, давайте так и сделаем. А я не такой скептический. Я думаю, у нас получится охуевший, самый охуевший плов, который есть в этом мире. Потому что мы добавили туда секретные супер ингредиенты, как зира, чеснок и вот эта приправка к плову. Я думаю, это самое главное. Поэтому давайте сейчас соберемся, силу воли в кулак, будем ждать. Мы все будем ждать. И посмотрим, что дальше получится. Прошло уже 20 минут. И вот он, смотрите, какой. Что скажете? Можно перемешать, попробовать на соль и вообще, если есть лишняя влага, открыть крышку. Оставить на огне. Перемешиваем. По-моему, плов удался. Ну, я считаю, что как бы у нас в принципе рисинка к рисинке, но есть немного лишней влаги, которая в принципе не мешает. Сейчас крышечку оставим открытой и все. И чуть-чуть ему дадим еще дотушиться, чтобы эта лишняя влага выпарилась. Все, и у нас в любом случае все, как бы, ну, рис не разварился, то есть у нас рисинка к рисинке в принципе. Ощущение каши у нас нет. То есть вы либо можете закрыть под крышку и убрать там с плиты, или плиту выключить и оставить там где-то там на часок, чтобы это все выпарилось, либо впиталось. Но так как мы голодные и хотим поесть, мы сейчас будем делать это экстренно, то есть снимаем крышку, оставляем на плите.
Итак, это краткий итог. Мы сделали плов, попробовали. Все получилось очень достойно. Единственное, так как много морковки положили, получилось чуть-чуть слаще. А Мария, как вы думаете, из-за чего так вышло? Ну, я думаю, из-за того, что у нас был дисбаланс между морковью и луком. Если бы у нас лука было столько же, сколько и морковки, то как бы, ну, такого бы не произошло. Вот, уважаемые подписчики, не косячьте с дисбалансом лука и морковки. То есть, если вы взяли 2 морковки, прям минимум 2 луковицы берите. Да, смотрите по объему. Среднего размера, причем не такие маленькие, как у нас были, а прям ну, такого среднего размера. Вот, поэтому имейте в виду, если вы хотите, чтобы было вкусно, соблюдайте баланс, делайте вкусно. Я вас прошу традиционно поставить лайк этому видео, написать комментарий и подписаться на канал. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Прошло 20 минут, как плов был готов. Лучшая реклама плова. Нет ничего вообще.